Польское радио на русском. В Молдове открыты уголовные дела о незаконном финансировании политических партий. На этой неделе в связи с этим Национальный центр по борьбе с коррупцией провел новые обыски. Среди обвинений еще и отмывание денег и подкупе избирателей. Обыски и задержания прошли также 22 сентября. Об этом Польскому радио на русском рассказал молдовский политолог Алексей Тулбуре. Обыски были у людей, которые участвовали в специальных тренингах в бывших странах Югославии, Восточных Балканах по дестабилизации ситуации, по провоцированию полиции во время массовых протестов и так далее. То есть это люди, которых российские координаторы пытались вовлечь в сеть по подготовке к массовым беспорядкам после выборов. В общем, полиция, прокуратура, антикоррупция действовала на опережение. То есть они провели обыски этих людей, нашли подтверждающие вот то, что я сказал, информацию, записанную на телефоны, нашли какие-то деньги и так далее. Теперь будут с ними разбираться. То есть эти люди задержаны. Это только маленький фрагмент сети огромной по влиянию на политическую жизнь, на выборы, в частности, со стороны Кремля, которая действует очень активно, эта сеть. Опубликованы результаты расследований молдавских журналистов и BBC, Bloomberg высказался в этом смысле, которые журналисты вот этих изданий под прикрытием, значит, внедрились в онлайн-платформы, которые занимались подготовкой людей, которые должны были публиковать антиевропейские, антимолдавские посты, должны были брать короткие интервью под видом соцопросов у людей на улицах, которые должны были потом использоваться после выборов для протестования результатов и для формирования определенного общественного мнения и так далее. Мы всегда были в фокусе внимания Москвы на протяжении всех 30 лет, но никогда настолько сильно, как сегодня. Российский след заметен и в предвыборных кампаниях и программах некоторых кандидатов на парламентских выборах. Какие же цели преследует Кремль? Алексей Тулбуре анализирует возможные дальнейшие сценарии. Россия не уверена в победе. Будь она уверена в победе, значит, интенсивность этих атак была бы меньше. У нас проблема с расколотостью общества, очень расколот. Россия постоянно вбивает клинья вот в этот раскол, пытаясь его расширить. Но я говорю о том, что нам не удается достигать каких-то компромиссов, договариваться друг с другом. Это проблема. Но в чем мы все-таки добились определенного консенсуса, не абсолютного, тем не менее очень широкого. Это в том, что Молдова должна все-таки идти по пути европейской интеграции. Значит, все опросы показывает, что больше половины населения твердо выступает за европейскую интеграцию. Эти цифры известны всем, в том числе Кремлю. Они это видят, они это понимают. Поэтому они не жалеют средств, не жалеют усилий для того, чтобы часть вот этих проевропейски настроенных людей либо демотивировать, сделать так, чтобы они не вышли на выборы, потому что есть разочарование реформами, есть определенное разочарование тем, как управляла ПАС страной 4 года, мы это не скрываем, значит, это известно всем. Либо не выйти на выборы, либо проголосовать за другие партии, которые они посчитают проевропейские. Тем самым, значит, результат ПАС уменьшить и дать шанс, в первую очередь, патриотическому блоку и, может быть, другим партиям, которые пройдут в парламент, создать антиевропейскую коалицию. Вот в чем, в общем, смысл. Либо в случае победы ПАС спровоцировать массовые беспорядки, обвинить в ПАС фальсификации выборов, недемократичности выборов и так далее. Или проигрыша ПАС потребовать отставки Майи Санду и так далее. То есть сценариев много. И мы видим, что эти сценарии прорабатывались на так называемых тренингах и семинарах, которые имели место онлайн, имели место за пределами страны офлайн. В стране тоже, в частности в Приднестровье, определенные вещи происходили. Это комплексная атака, гибридная атака, очень сложная, очень непростая,
которая требует постоянного напряжения. Мы страна маленькая, ресурсы ограничены. Мы не можем тягаться с Российской Федерацией, если уж так, по большому счету. Тем не менее, мы пока держимся с помощью наших партнеров и так далее. Ситуация такая, что по опросам сейчас в парламент проходит 4 партии. Это ПАС на первом месте, потом с неким довольно серьезным отрывом Патриотический блок, потом наша партия Рената Усатова, такая популистская партия с невнятной доктринальной ориентацией. И 4-я партия – это блок «Альтернатива», называющий себя проевропейским. Практически у всех участников блока политической биографии есть периоды, когда они были сторонниками русского мира, за таможенный союз, евразийство и так далее. Против европейской интеграции, даже такое было. Хотя были и периоды, когда они были сторонниками европейской интеграции. То есть нестабильное такое политическое прошлое. Вот сейчас вот эта партия или блок, давайте так, правильнее будет, блок должен доказать, что он действительно проевропейский. У нас очень много людей, которые после войны, начала войны, радикально изменили свои позиции. Война – это дело серьезное. Будем надеяться, что и у этих людей произошли какие-то мировоззренческие трансформации. Сегодня я не могу сказать, каков будет результат выборов. Никто не может сказать, потому что на соцопросы мы опираться не очень можем. В прошлом году они нас подвели. Если вы в курсе дела, по референдуму там давали уверенную победу, мы едва выцарапали. Проевропейский курс там 0,3% нам помогло. И по выборам президента там прочили Майя Санду победу в первом туре, она, в первом туре не победила, победила со второго. Вот. И есть такой феномен, он известный, это не молдавская ситуация, она везде это присутствует, но в частности в таких странах, как Молдова, Украина там, и так далее. Когда люди, опрашиваемые социологами, дают ответы не те, которые соответствуют их убеждениям и позициям, а те, которые они считают социально приемлемыми. Например, в Молдове сейчас социально приемлемо говорить, что ты поддержишь европейскую интеграцию и ПАС. Тем более, если ты веришь в европейскую интеграцию и так далее. То есть тут где-то отождествление происходит. И люди говорят, да, за ПАС буду голосовать. На самом деле он собирается голосовать за другую проевропейскую партию. То есть это такая спираль молчания, мы ее называем. То есть люди боятся говорить на самом деле, что они думают, говорят социально приемлемые вещи. Поэтому повторяю, что на соцопросы либо надо очень сложные коэффициенты применять, чтобы более-менее подойти, так сказать, к объективной картине, либо они совсем опираться на их результат. Я уверен в том, что ПАС займет первое место. Если ПАС не возьмет необходимое большинство для самостоятельного создания правительства, значит, ПАС, скорее всего, пойдет на коалицию. Коалиция, с моей точки зрения, это самая распространенная форма управления демократическими странами. Мы куда ни кинь, так сказать, по Европейскому Союзу и так далее, везде коалиции. Однопартийные правления, встречаются, конечно, но это редкость. Коль мы тоже претендуем на то, что мы европейцы, то надо нам тоже учиться. Даже при этом уровне раскола общества учиться говорить друг с другом. Но грузинский сценарий навряд ли возможен в Молдове, да? Я так долго живу на свете и наблюдаю политический процесс, что я уже философски отвечаю на такие вопросы. Все возможно. Хотя, конечно, на первый взгляд кажется, что нет. Если, например, ПАС, понятно, не будет выполнять приказы из Кремля, еще одна партия, в частности, альтернатива, действительно будет придерживаться проевропейской ориентации, то, конечно, создание прокремлевской коалиции будет невозможно. Но в ситуации, если вдруг ад абсурдум, при каких-то обстоятельствах формируется не проевропейское большинство, то вполне допускаю, что мы пойдем тихо-тихо сначала, потом быстрее, наверное, пойдем по грузинскому варианту. Сначала придушат гражданское общество, очень злые все, пророссийские партии на этих грантоедов, соросята, предатели Родины там, и так далее. Потом, значит, запретят окончательно прайды, гомосексуализм в школах, которого и в помине нет. У нас вообще проблемы такой нету, но она была создана российской пропагандой, теперь почему-то там все бабки в селах об этом говорят, не понимая, о чем они говорят, и так далее. То есть нет, я маловероятно, конечно, я согласен с вами, но повторяю, мы все видели,
Поэтому подождем. Президент Молдовы Майя Санду уже заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы. Цитата: «Суверенитет, целостность и европейское будущее под угрозой». По ее данным, Россия тратит на молдавские выборы сотни миллионов евро, чтобы подкупить избирателей. Майя Санду также считает, что Молдова может стать плацдармом для вторжения России в Одесскую область. Когда мы говорим нападением на Одессу, не обязательно войска с территории Приднестровья или Молдовы, значит, войдут на территорию Украины и будут двигаться, так сказать, в боевом порядке к Одессе. Значит, в тылу Украины на западе появляется недружественное государство, недружественное правительство, которое будет выполнять, скорее, как вы сами выразились, приказы, указания из Москвы и не будет сотрудничать с Киевом. Это само по себе большая угроза, не только для Одессы, а для Украины в целом. Если сегодня Украина держит на западных границах контингент там какой-то, в несколько десятков тысяч человек, я, честно говоря, не знаю, сколько, наверное, это военная тайна. В ситуации, если Молдова перестает быть ориентирована на европейскую интеграцию, на Европейский Союз, становится сателлитом или прокси России в тылу сражающейся Украины, то Киев, я думаю, увеличит количество бойцов, там, вооружений на западном направлении, что ослабит, естественно, потенциал Украины на Восточном фронте. Поэтому можно воспринимать по-разному то, что говорит президент, но это не пугалка. Это не пугалка, это понимание того, что может произойти и на что нацелен Кремль. Потому что ему же для чего-то нужна пророссийская власть. В Молдове нет нефти, нет газа, нет лесов. Молдова не финансовый парадиз там, или рай и так далее. Тут нету в этом смысле ничего, что привлекало бы Россию. Кроме того, что Молдова независимое государство, суверенное, и тем самым Россия прорывает этот единый фронт солидарности Европейского Союза, европейской солидарности в целом против российской агрессии. И начинают угрожать Украине с Запада. Да, сначала как-то сложно себе представить, как физически будут, что многие об этом говорят, что солдаты физически не могут попасть на территорию Молдовы и так далее. Ну, может быть, сначала они могут, а потом произойдут какие-то перемены в Румынии, допустим, или еще где-либо. И тогда они смогут попасть через несколько месяцев или полгода на территорию Молдовы. Оружие в Приднестровье вот так вот выше крыши, поэтому оружие завозить не надо, людей надо завозить. Парламентские выборы 28 сентября – решающий день для Молдовы, но и молдаване уже давно ощущают себя ближе к Европе, чем к России. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.